сегодня появился какой-то звук, биение достаточно приличное, и мы знаем, что лучше от такого звука избавиться раньше, потому что хороший звук он всегда вылезет. Останавливаемся, смотрим. Мы тоже. Ситуация такая, что корпус машины напрямую попадает на раму. То есть нету прокладки. Из-за этого происходит удар металла о металл. То есть очень неприятный звук. Поэтому решили, приподняли корпус, разрежем сейчас сайлентблок нужной толщины, подложим. Думаю, возможно, это исправит ошибку. По полю 60 километров в час. Ну, смотрите, там не гусарьте сильно, а то кочка какая-нибудь попадется на такой скорости, перевернетесь. Нет, я очень аккуратно еду. А, все, тут мы уже нащупываем дорожку. Да, все понимаешь, что жопа, все, перестает ехать. Это так раздолбивает. Да нет, просто времени. Что будете варить, да? Варить, конечно, хорошо электроды купили. Эта страна оказалась настолько огромной, что мы ночью просто потерялись в темноте. Мы ехали разделенные добрым десятком километров и слышали друг друга только по рации. Успокаивало только то, что все дороги вели в одно место. Поехали на рыбалку, посмотрим, есть ли тут рыба. Обещают есть, но что-то я смотрю, по-моему, нету. Будем искать. Проверьте. Давайте, удачи вам. Как на любой горной речке, то есть основная рыба это хариус. То есть буквально вот встали возле омутков, которые образуются после моста, да, то есть и в каком-то омутке буквально вот с первой же поклевки, после второго заброса
То есть поклевка, вытащили, все. То есть вот тот самый результат, про который я и говорил. Хороший хариус, штучек 10, шикарная уха, жареха, малосольный, как хотите. Ну вот, я добрался на самую верхушку горки, на которую мы направлялись. Юля осталась где-то на трети пути, Владимир прошел 2/3. Ну, без подготовки на самом деле не очень легко в жару топать в горы. А так прекрасный вид, космический. Видны горы, видны озера, видна река, соединяющая эти два озера. Это очень красивая страна. Здесь много озер, впереди, по слухам, у нас еще и пустыни предстоят, и здесь почти нет людей. Мне очень понравилось кормить орлов. Я занимаюсь этим, ну не знаю, вот уже, наверное, несколько часов. Мы подкидываем им мясо, они его ловят, и они где-то вот рядом. Вот сидит, к примеру, представитель орлов вот на горе. Если сейчас вот взмахнуть рукой, я так думаю, что они слетятся. Приехали, сейчас мы выберем молодого упитанного барана, зарежем и будем целый день наслаждаться блюдами. Занял, не знаю, достанется или нет. Я стою последний, но что-то вкусное дают. Что, коллеги, такое вкусное дают, а? Не знаю, но я стою со вчерашнего вечера. Но мне повезло, я первый, поэтому не обижайся. Эльшан, ты как самый главный человек. Я приготовил от души и хочу всех вот накормить очень вкусным блюдом. Он называется шалампур. О. Вот, накладываем. Снизу Сейчас. бери, снизу. Снизу, да. Со дна пожиже. Блюдо, которое мы готовили, в общем-то, совместными усилиями. А самое главное, Ильшан, тот, который сумел это все дело добыть, приготовить и организовать нам вот это чудо. Вот так вот выглядят заправки в Монголии, в сельской местности. Поскольку электричества нет, приходится вот эту вот штуку, сам двигатель, вращать руками. Сама цистерна закопана несколько дальше. Ну, даже не столько закопана, сколько полузакопана. Ну, за неимением выбора иногда приходится пользоваться даже такими заправками. We're talking about climate and ice and the future of climate. So tell us more, like what's going to happen, like in at least in our lives. We know that the atmosphere is warming and that much of the heat from the atmosphere, the CO2, is being transferred to the oceans. So the oceans are warming and becoming more acidic. Проезжаем по городку Баян-Ульги, это столица местного округа Аймака. Население почти 100 тысяч человек в этом месте. И абсолютное большинство
это этнические казахи. Поэтому мы немножко удивились, когда услышали, что, в принципе, наш Ильшан, человек, который говорит по-азербайджански, спокойно разговаривает с местным населением. Сейчас мы отправляемся по федеральной трассе в сторону городка Хофт. До него примерно 150 или 200 километров. Наше счастье в виде асфальта заканчивается, причем заканчивается очень резко. Вот сейчас мы въезжаем на границу гравийной дороги, и начинаются обычные монгольские дороги. То, что было до этого, это скорее исключение, а не правило. Как все быстро заканчивается. Такой хороший асфальт был, а теперь опять началось. Ну тут так... Смотри, что с рулем творится. Ну, и так примерно еще 500 километров. Особенность монгольских знаков заключается в следующем, что указатели распространены на все практически участки света, да, и вот куда хочешь, туда езжай, как в русской народной сказке. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо еще куда-нибудь, вот что-то наподобие. Очень знатные вещи. Какая жалость! Мы увидели поворот с асфальтной дорогой, но нам надо ехать вон туда. Думаем дернуть грузовую машину нашими. Но на самом деле большой китайский грузовик сделал небольшую ошибку на федеральной монгольской трассе и прям провалился задними колесами. Но на самом деле мы ему ничем помочь не можем, только что если сфотографироваться на его фоне. Монголия дает неповторимое ощущение свободы. Буквально километры ровного широкого пространства, и по ним идут несколько десятков дорог. Мы немножечко ошиблись, наши товарищи проехали правее, а мы левее. Мы это увидели буквально через пару километров и решили не возвращаться, и просто-напросто несколько километров двигались по ровному идеальному полю со скоростью 60-70 километров в час. Мало где такое вообще возможно. Мы едем по Монголии, и вдруг в середине ничего мы встречаем этих ребят. We're from England, southwest of England. Near a place called Bristol. We both study there at university. So. Нам тяжело, мы едем в машинах, столько часов, устали. Но эти ребята, велосипедисты, англичане в Монголии, едут уже почти месяц. И у них по минимуму еды, по минимуму воды. Они спят неизвестно там где на песке. Got literally like a few things in there, like medical supplies and stuff in here. Compass in case the GPS goes badly. Whistle. I mean, I'm not sure what good that would do really, but yeah, compass and whistle. Ну, они сказали, что они голодные на самом деле. Yeah, and then dinner's like nuts, a few dried fruit bars and that sort of stuff. So, yeah, peanuts. Мы, конечно, поделились какими-то продуктами с ними, и они поехали дальше в Тбилиси.
нашей команде несколько хайлюксов. 2 хайлюкса с ручной коробкой объемом 2,5 литра. А один хайлюкс мой, черный хайлюкс, с автоматом и объемом двигателя 3 литра. И нам интересно смотреть, как машины ведут себя в разных условиях. Сегодня вдруг я с удивлением обнаружил, что машина стала трогаться как-то медленнее, как-то подтупливать, что ли, если так можно сказать. Как только достигаются обороты порядка 1500-2000, все хорошо. Но до этого момента не так легко. Мы полагаем, что проблема, скорее всего, связана с высотой, поскольку мы сейчас двигаемся на отметке примерно 2500 метров. И это первые симптомы кислородного голодания для наших дизельных двигателей. Мы трезво оцениваем наши силы и понимаем, что до города Алтай мы сегодня не доберемся. Поэтому решили заночевать в чистом поле. Но у нас не хватает воды, поэтому заехали в совсем небольшой поселочек. Это единственный небольшой оазис жизни на нашем пути. И набрать 20 литров питьевой воды. Привет, мужики! Полностью открутилась защита у Хайлюкса, полностью, по-моему, там из 10 6 болтов, что ли, отсутствуют, то есть буквально держится на соплях. То сейчас подъедут, то есть будем пытаться, достаем именно шайбы, потому что есть вроде болты, нету шайб, то есть болты через защиту проскакивают. Отвертку надо, потом вот эти 2 болта, которых, под крест, и вот отсюда найти 2 подшайбы. Нет. А мы встретили кемпер с немецкими номерами. Сейчас поговорим с хозяином и посмотрим, как устроено это чудо техники. Похоже, он едет с большим комфортом, чем мы. Возмутительно. Ich bin freier Journalist und ich bin von Deutschland über Russland in die Mongolei gefahren und mache eine Reportage über die Lkw-Fahrer hier. Das ist Im Großen und Ganzen, wie viele Tage das hat genommen, schon genommen und wird nehmen? Ich habe 3,5 Monate Zeit insgesamt. 3,5 Monate? 3,5 Monate. Ich habe jetzt leider nicht geputzt. Ja. Unsere auch nicht. Итак, Монголия порадовала нас. То, что дорог очень много. Очень много дорог, но они все одинакового качества, где бы ты ни поехал. Иногда бывает, разгонишься до 40 километров в час, но это ненадолго. Ну, будем трястись дальше, что делать. Следующая заправка будет вообще непонятно когда и какого качества будет дизель. У нас у каждого с собой в дополнение еще по нескольку дизельных канистр. В общем и целом расстояние, которое нужно нам преодолеть до уже серьезной такой цивилизации, это 1500 километров. Немного, скажем так, рискуем, в каком-то смысле авантюра. С утра мы начинаем движение в пустыню Гоби. Мало кто из нас верит, что мы вообще едем в пустыню, потому что повсюду стоит жуткий туман, видимость падает до 10 метров, и мы едем просто постоянно в какой-то воде. Вокруг все затопленное, мы пробиваемся сквозь лужи, сквозь грязь. И люди спрашивают, а мы правда едем в пустыню? Там будет жарко? Витя, ты видишь, куда мы едем? Метров 15 вижу. Видимость 0, идем по приборам.
Едва не промахнулись в Монголии мимо нашего пути. Все дорожки одинаковые, спасает только GPS-навигация. Просто так на карте можно запутаться, указателей нет вообще. Едем в открытом поле. И вот промахнули лишние километров 5. Сейчас вернемся и поедем уже по нужной дороге. Костя решил поделить европейские ценности в нашем салоне. Вот мужик мужику уже делает массаж, это самое начало. Что будет дальше, пока неизвестно. Мы перелистали какую-то книгу тут восточную. Жилось картинок много было, ну такая пошлятина. Ну и поняли, что массаж-то можно делать водителю даже, ну пусть он ведет, ну или как он будет вести. Сейчас это будем все снимать. Витя, ну как дорога? Что-то пустыней не пахнет. В какой-то момент мы достигаем самой нижней точки этой равнины. Она затоплена водой, и там застряли две монгольские машины. Бид нар яг замын заагаад тэгээд төгтөл орохын хувьд орно. Зүгээр яахчгүй. Гараа өвчин. Лебедкой возможно потянуть. Лебедка шот. Давай. Полужай его, полужай! Вперед туда! Наши монгольские братья попали в очень сложную ситуацию. У них две машины, Mitsubishi и УАЗик, Буханка. Буханка села передом, а Mitsubishi села вообще капитально. Не могли ничего сделать, у них маленький ребенок. Но, пользуясь тем, что мы были мимо, проезжали, решили помочь. Наступает рассвет, и мы понимаем, что мы в пустыне. Это просто как на другой планете.